Добрый день, друзья! В данном ролике сегодня я расскажу, зачем нужен кессон, как он функционирует и работает зимой, и мы все посмотрим в деталях. Если вы хотите обустроить свою скважину, либо подключиться к зимнему водопроводу, этот вопрос стоит особенно остро, так как необходимо обеспечить сохранность зимой всех трубопроводов, фитингов, соответственно, шаровых кранов и так далее. Если электричество, например, выключат больше, чем на 12 часов, тогда и никакой подогревающий кабель вам не поможет. Любые трубы, краны, фитинги просто разорвет в клочья. Некоторые люди только приезжают на выходные в свой загородный дом, и им каждый раз приходится сливать всю систему, продувать ее, что, соответственно, не всегда происходит корректно, так как какие-то остатки воды не могут до конца продуться из каких-то узлов, фитингов, соответственно, фильтров и так далее. И опять же, вот запуск электроники необходимо делать при положительной температуре согласно документации. А данная электроника, она управляет насосами, и другими узлами водопровода. Самый большой риск, когда, например, либо труба, либо колба с большим фильтром лопнет прямо в котельной, зальет полностью все полы, и вы об этом узнаете только при оттепели. Я много раз видел в своей жизни и в своем опыте, как у людей просто заливало полностью перекрытие, эти полы сгнивали, приходилось полностью вскрывать все полы первого этажа по данной причине. Имея кессон, данная ситуация никогда не заставит вас нервничать. Итак, друзья, прежде чем мы приступим к обследованию нашего кессона, и я покажу, что в нем внутри, мы изначально посмотрим на датчики температуры, которые установлены на контроллере в доме. Перед тем, как мы откроем кессон, посмотрим показания температурного контроллера. Соответственно, температура воды у нас, ввода дом, составляет 2,1 градуса, и температура воздуха в кессоне составляет 4,3 градуса. Соответственно, летом она не поднимается выше 9 градусов, и зимой она не опускается меньше, чем 3,5 градуса. Так, друзья, пойдемте в кессон. Данный кессон очищали всю зиму. Соответственно, для чего это делали? Для того, чтобы иметь постоянный доступ к пожарному гидранту, чтобы в случае чего можно потушить было соседский дом, или любое другое сооружение. Соответственно, если кессон хорошо утеплен, это можно делать. Если же он утеплен не так качественно, то слой вот такого вот сугроба, вот как вы видите, да, здесь, он полностью накроет его и будет служить хорошей теплоизоляцией. Значит, итак, данная крышка из пескополимера, она просто накладная. Мы ее поставим сюда, довольно-таки тяжелая. А внутри обычный полиэтилен, то есть кессон у нас фирмы Rodlex. И, соответственно, мы заглянем вниз туда внутрь, там все сухо. Не считая то, что я капнул несколько капель непосредственно с крышки, пока ее открывал. Данный кессон запитан отдельной линией. Здесь идет артезианская скважина на 100 метров. Соответственно, подключено это все через импульсное реле перенапряжений, защита от перенапряжений. И, соответственно, температура на улице внешне опускалась даже больше, чем минус 30 градусов. И все, как мы видим, замечательно
целых 2 зимы. Давление воды в кессоне постоянно составляет 5 атмосфер. Что касаемо линии полива, то она выведена независимо от дома, и ее легко сливать на зиму. За счет получения воды для полива непосредственно из кессона в доме не будет скачков давления при включении полива. При этом вот вся данная электрика данного кессона, она сделана IP54 и имеет собственное заземление сопротивлением 5 Ом и также автономное освещение. Итак, друзья, сейчас я залью данный кессон, чтобы продемонстрировать и показать, как это все функционирует. То есть залезать очень легко, удобно, то есть всегда есть доступ. Но это удобно и приятно, когда здесь, естественно, сухо. Включаем сенсорной кнопочкой освещение, то есть в любой, там, в темноте мы всегда видим все, что у нас происходит. Итак, друзья, частотный преобразователь. Данное показание — это сейчас то давление, которое у нас в системе есть сейчас. Это то, к которому нужно справа стремиться, 5 атмосфер. Да? Соответственно, сенсорной кнопочкой мы выключаем, включаем освещение кессона. Всегда видно все, замечательно. То есть здесь у нас показывает на манометре 5 атмосфер также давление. Здесь у нас идет потребление электричеством. Сейчас все выключено, работает только освещение. Ну, то есть он достиг заданных показателей. 235,6 вольта у нас напряжение, 0,3 ампера у нас, соответственно, ток потребления лампочкой. Это пожарный гидрант, куда мы подключаем пожарный рукав, он у нас достаточно длинный. Вот у нас, соответственно, сейчас включилось, и насос начал нагнетать давление. Вот достиг, сначала было 5,3, сейчас вот он опять, как говорится, его скомпенсировал. То есть кто-то воспользовался водой. То есть, соответственно, конденсата никакого нет, то есть находиться здесь замечательно комфортно. Соответственно, установлен у нас здесь счетчик воды, чтобы можно было видеть, сколько кубов у нас осталось до замены вот фильтрующего элемента в данном фильтре. Достаточно все удобно и ремонтопригодно. Итак, данный, опять же повторюсь, данный кессон функционирует уже без проблем ровно 2 года. Заказчики довольны. Итак, друзья, те, кто хочет сделать себе абсолютно такой же кессон, либо другой, чуть-чуть интереснее, либо у него более серьезная скважина на большое количество потребителей, не обязательно на один дом, вы всегда можете написать в комментариях об этом, задать свои вопросы. А если вам необходимо сделать непосредственно работу полностью целиком от и до, от 0 до 100%, всегда можете звонить мне по телефону, указанному в описании к данному ролику. Итак, друзья, все. Спасибо за внимание. До новых встреч.